Всем привет! Меня зовут Слава Копейкин, и я сейчас на канале Гоши Карцева и буду записывать АСМР вещей, которые мне просто приносят радость каждый день. Будет классно. Надеюсь. Мой ежедневник и моя любимая ручка. 2024. Сюда я записываю свои ежедневные дела. Ежедневник. Вот у меня записано в 16:30 урок по вокалу, в 18:30 зубной врач, в 20:00 кардио, потом дела на день, дописать занятость, прочитать одну серию сериала, в котором буду сниматься. АСМР Гоша Карцев. Чипсы нори. С васаби. Остренькие. Я просто сейчас худею, готовлюсь к проекту, а чипсы они почти не калорийные вроде как. В кино есть такая традиция в начале съемок, после того, как сняли первую сцену, разбивать тарелку, на которой написан проект, все имена участников этого проекта, не только актеров всей съемочной группы. И так как у нашего сериала было 2 рабочих названия, было 2 разные тарелки, и это от каждой из них. Ну и традиция, что разбирают эти осколки на память, на удачу, чтобы все получилось. Она прямо из того времени, из 80-х. Не знаю, с кого ее сняли. Но она раритетная, настоящая. Фернанделька из тех времен. Просто классные очки на самом деле. Купил их себе и все. Просто модные очечки. Здорово, не только пацаны. Любимая рубрика «Распаковка». Пора добавить легких весенних средств в уход. Я сделал заказ в Ревгош, и всего за 2 часа мне все привезли. В интернет-магазине много продуктов хорошего качества. А еще часто скидки до 50%, которые распространяются и на люкс. Давайте посмотрим, что мне пришло. Это крем с экстрактом икры и частицами золота. Какая симпатичная баночка. Вау. Виталий, икру золотом. Охлаждающий ролик для глаза, чтобы спрятать следы недосыпа.
Сейчас я уберу у вас все следы недосыпа звуком. Все, вы выглядите лучше. Лучше. Следующий лот — крем для рук с ароматом бергамота. Стильненько. Знаете, что я обожаю делать всегда в кремах таких? Лучшее завершение любого образа. Парфюм. Решил послушать новые духи. Чувствуется сочетание цитрусовых и древесных нот. Переходите на сайт Рибкош и применяйте мой промокод КАРЦАФ, чтобы получить скидку 20%. Ссылка и все подробности в описании. Не будь шпаном, переходи на сайт Рибкош. Эта деревяха называется чабань. Чабань. Она нужна для чайной церемонии. На нее ставятся все предметы, чтобы можно было проливать чай, и вся вода спускалась вот сюда. Здесь можно грязно все делать. Вода может стекать, и ничего страшного. Она очень приятная. Чайная церемония начнется с подготовки благовоний. Вот такая у меня есть штука. Я в душе не чаю, как она называется. Пишите в комментариях. Тут изображено китайское мифологическое животное цилинь. Цилинь. Лопаточка. Сейчас я ставлю формочку для благовоний на ту самую ровную поверхность, которую я подготовил специально загодя. Вот этой лопаточкой я буду как раз распределять благовония. Это сыпучие благовония. Бывает не только палки-вонялки и всякие полосанты. Бывает еще благовония в виде порошков. Вот
так я буду сейчас распределять порошочек в форму. Это не просто. У меня обычно не получается. Но вдруг сегодня произойдет чудо. Это же вообще церемония в основном. Ну, можно же просто попить чайку, а можно устроить из этого процесс. А процесс он успокаивает, он концентрирует. Это очень благостно влияет на наше эмоциональное состояние. Опа! Получилось хуй. Но все равно есть форма. Я не смогу ее показать. Если я ее, она рассыпет. Ну что делать? Видимо, обмокла эта штука. Дело пошло. О, это мой любимый глиняный чайничек. Он ручной работы. Тут есть личная печать мастера. Это не так интересно. Это просто промежуточный чайник. Сюда насыпается сам чай. Заваривается. Потом выливается в промежуточный чайник, чтобы чуть-чуть остыть и подышать. А уже потом переливается в чашечку. Это моя любимая чашка. Каждая точечка вручную мастером поставлена. Смотрите, тут цапля. У нее глазик есть. Тончайшая работа мастера. Я в ахуе. Это же надо. Я солнце-то нарисовать не могу, блядь, круглым. Вы представьте, где-то в Китае какой-то мужичок сидит и расписывает чашечки. Ему живется, да. Мы будем пить из этого чайника красный чай. Цинь, цунь, мэй. Цинь я, хун ча. Я запутался. Как будто костер, да? Первый пролив. Мы обдали кипятком чай. Его нужно сразу сливать на. Его мы не пьем. Мы им обдали этот чайничек. Теперь обдадим кипяточком кружечку нашу, из которой будем пить. И выливаем
заодно какие-то микропылинки смылись с нашей посуды. Это очень, хорошо и правильно. По науке чайной. А может быть, я и пишу. А вот теперь начинается чипить. Ждем 5 секунд. Раз. Два. Три. 4. 5. Ой, не туда. Опа. Теперь можно петь. Тут, блин, микрофон, видите? Замечательный красный чай. Отдает немного древесиной и какими-то ягодками. Очень важно понимать, что каждый пролив раскрывает чай по-разному. Покажу еще один способ заваривания. Это гайвань. Посуда для заваривания чая. Не только в чайниках можно заваривать. Это уже не такая тонкая работа. Это с завода, скажем так, китайского. Но тоже ничего себе. Тут тоже есть журавли. Тоже глазки у них, но это все дешевка. Итак. А это у нас другой уже чай. Это габа. Хэйши улун. Кстати, мало кто знает, но и много кто знает, что габа это не сорт чая. Габа это способ ферментирования чая. То есть это способ его приготовления. Берут чайное сырье, засыпают его в пакетик, выкачивают весь воздух. И потом туда закачивают азот. И он там копируется. Какой-то умный японец такую хуйню придумал. А мы теперь пьем. Задумайтесь, что вы делаете. Это вот такие какашки. Крольчатьи. Кроличьи какашки. Упала. Кипяточком обдали. И выливаем. Мы считаем до 5. Раз. 2. 3. 4. 5. Ваш чай готов. С вами программа «Смак», пока все дома. Такое я делаю практически каждый день. Но бывает и неделями могу не делать. А бывает неделями каждый день. Но в жизни всякое бывает.
поющие чаши очень полезны для нашей психики. Определенные вибрации благостно влияют на наш организм и на мозг. В принципе, вибрации очень важны. Они пропитаны во всем. Многие считают, что и слова состоят из вибраций, которые так или иначе действуют на нашу жизнь. Есть благостные слова и вибрации, а есть неблагостные, такие как матерные слова, слова, сказанные со злостью, ненавистью. И чем их меньше, тем благостнее состояние человека. Если вы хотите поющую чашу, ее надо выбирать индивидуально под ваши внутренние вибрации. Вы приходите такие. Подходит. Спасибо большое за то, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Но на самом деле-то вы сами знаете, что нужно делать. Все ссылки, если они вообще есть, в описании. Смотрите. Всем спасибо. Я подготовился. Я профессиональный артист. Ой, я опять близко. А материться возможно?